Бурундук переводится с латинского и греческого как «заведующий хозяйством», относится к семейству беличьих. Всего описано 28 видов бурундуков, большинство из которых обитает в Северной Америке, за исключением одного евразийского вида, а также азиатского или сибирского. В зависимости от вида масса бурундука может составлять от 30 до 120 грамм, а размер от 5 до 15 сантиметров. При длине хвоста от 7 до 12 сантиметров. Наиболее заметный признак всех видов – 5 темных полосок вдоль спины, разделенные белыми или серыми полосками. Окраска других участков тела – красно-бурая или серо-бурая. Так как это является общей чертой всех бурундуков, отдельные виды, на первый взгляд, трудно различимы. Бурундуки распространены почти по всей Северной Америке, от Северного полярного круга до Центральной Мексики. Азиатский или сибирский бурундук обитает в лесной и таежной зоне Евразии, от Северной Европы до Корейского полуострова и на севере Китая, а также на островах Сахалине и Хоккайдо. На Камчатке бурундук отсутствовал до 70-80-х годов XX века. Впервые непосредственно на полуострове был отмечен в долинах рек Палана или Еловка в 1983 году. Основной сферой обитания бурундуков является лесная местность. Восточноамериканский бурундук населяет лиственные леса Новой Англии, сибирский бурундук – тайгу, а малый бурундук – субарктические хвойные леса Канады. Бурундук, как и белка, древесный житель. Ему не обязательно нужны именно высокие старые деревья. Иногда он довольствуется зарослями черемухи, березняка или ивы. На открытых местах и в чистом высокоствольном лесу без подлеска из молодой поросли и кустарников он не живет. Предпочитает места, заваленные буреломом и валежником по берегам речек и ручьев. В норе, которая бывает иногда довольно длинной, до 3 метров, кроме камеры для гнезда, всегда имеются 1 или 2 большие кладовые для запасов и 1 или 2 тупички, так называемые туалеты. Жилая зона выстилается сухой травой и листьями. В ней животные спят ночью и проводят время в зимней спячке. Здесь же рождаются и детеныши. На зиму бурундуки впадают в спячку. Они просыпаются среди зимы, немного подкрепляются, а затем снова засыпают. Весной выходят из нор в разное время, в зависимости от того, какая стоит погода. Бурундуки, у которых норы настроены на солнечном склоне и раньше освобождаются из-под снега, появляются раньше других. Если после теплой погоды вновь холодает, бурундуки вновь уходят в норки и ждут потепления. Если в кладовых еще сохранили запасы, то они поедают их. В жаркие летние дни бурундуки выходят из норок очень рано, еще до восхода солнца, и ищут корм до наступления сильной жары. Под вечер, когда жара спадает, они выходят снова и остаются на поверхности уже до заката солнца. В густом тенистом лесу, где особой жары не бывает, зверьки не прячутся целый день, а в дождливую погоду пережидают погоду в норках. Ведут одиночный образ жизни и сохраняют свою территорию и нору от вторжений сородичей. Только для спаривания самцы и самки в определенное время года ищут контакты друг с другом. Первые детеныши рождаются в мае, второй помет появляется на свет обычно в августе. После беременности, продолжительностью 30 дней, на свет появляются 4 или 5 детенышей. Детеныши довольно долго живут в гнезде и начинают выходить наружу только уже подросшими. Уже на 1-м году жизни они становятся половозрелыми. В то время как бурундуки в дикой природе, как правило, не выживают более 3 лет, в неволе они могут достигать возраста 10 лет. При приближении опасности бурундук издает отрывистые цыканье или свист, пока человек или хищник не подойдет ближе. Свист этот слышится сравнительно редко и чередуется с продолжительными отрывками молчания. Причем зверек садится на задние лапки и внимательно осматривается. Только подпустив к себе опасность шагов на 20-30, бурундук бросается бежать.
На бегу он уже часто повторяет тревожный сигнал таким образом, что издали по свисту можно узнать, сидит бурундук на месте или бежит прочь. При обнаружении хищниками или человеком гнезда с молодыми бурундуками, их мать постоянно перебегает поблизости с места на место с тем же тревожным криком. От преследователя зверек спасается, забираясь на дерево или прячась в буреломе. У бурундука насчитывается немало естественных врагов, главным образом среди них хищные звери и птицы. Иногда его преследуют такие крупные хищники, как медведь. Как правило, он охотится не за самим бурундуком, а раскапывает нору бурундука, чтобы поживиться его запасами. Бурундук является опасным вредителем полей. Случалось даже, что бурундуки похищали полностью весь урожай. Питается бурундук главным образом растительной пищей и лишь иногда примешивая к ней насекомых. Состав его пищи очень разнообразен. Он ест семена различных диких растений, почки деревьев и кустарников, их молодые побеги, а также траву, разные ягоды, желуди, кедровые и лесные орехи, а также грибы. Около полей и огородов бурундук еще больше разнообразит свой стол, прибавляя к нему зерна хлебных злаков, гречиху, кукурузу, лен, подсолнух, горох, огурцы, а также сливу и абрикосы. Словом, все, что человек неосторожно посадил рядом с домиком бурундука, бурундук это съест. Зимние запасы зверька тоже очень интересно отличаются от запасов других зверьков. Кладовые его наполняются самыми разнообразными продуктами. Тут и пшеница, и овес, и гречиха, и лен, и подсолнечник, и разные дикие семена, а также желуди и орехи, сушеные ягоды, яблоки и даже грибы. Также бурундук любит запасаться на зиму всякими корешками и луковицами. Конечно, все, что здесь перечислено, нельзя найти в одной норе, но обычно продукты никогда не бывают перемешаны у бурундука, так как зверек раскладывает их аккуратно отдельными кучками на подстилке из сухой травы. Иногда разные виды пищи бывают даже отделены один от другого сухими листьями. Количество запасов в норе бурундука по точным данным доходит до 6 килограммов. Бурундуки запасаются едой в течение всего периода перед спячкой. Спасибо всем большое, что были это время со мной. Я буду рада вашим лайкам и подпискам, а также пишите, видели ли вы когда-нибудь в жизни бурундуков. Всем пока!